Друзья, привет, с вами Файоныч. Ну и судя по реакции на мои подкасты, которые сейчас в новинку для Ютуба, но для вас нет. Уже кто меня смотрит, на мою отвратительную рожу смотреть многие не хотят, поэтому можно меня слушать просто. Я сегодня решил продолжить тематику, но сегодня будет не про мотивацию, сегодня будет не про черно-белую и вообще не про фотографии, друзья. Сегодня поговорим про то, что для каждого человека важно. Это снаряжение. Снаряжение имеется в виду то, что мы берем с собой в дорогу. Но не чемоданы, и несессоры, всякие папки, барсетки, кошельки, сумки, рюкзаки. Нет, друзья, давайте сегодня взглянем на эту проблему более широко. Вообще, что мы с собой берем. Ну и заодно мне в комментариях будет интересно. Те, кто постоянно мне пишет, знают, что я отвечаю практически на все комментарии. И, надеюсь, сегодня не будет исключением наш выпуск. Начнем мы с того, что будь вы девушка, молодой человек, мужчина, женщина, пожилой человек, пожилая женщина, ребенок, я уверен, что большинство из вас ходит как минимум с карманами. Ну, про карманы мы сегодня не будем говорить, хотя у меня был выпуск про и жилет, специализированный с карманами, и вообще, что можно носить в карманах, какие фотоаппараты компактные. Но сегодня не про это, друзья. Сегодня мы поговорим ближе к теме о том, во что складывать нужные нам вещи. Я сегодня вышел, начал записывать, хотел записать подкаст и понял, что телефон на зарядке остался, все закрыл, ушел и, в общем, что я не взял. Забыл я самое главное. Поэтому в основном люди сейчас пользуются смартфонами, поэтому первое, что они с собой берут, за исключением людей, которые не хотят включаться в систему, это телефоны. Какие телефоны? По большому счету без разницы абсолютно какие. Важно, что одно дело их положить в карман, другое дело их положить в сумку. И здесь возникает первый аспект. Современные телефоны не такие уж и маленькие, как были в 90-х годах, в конце, когда телефон помещался в маленький-маленький кармашек в джинсах или маленький-маленький кармашек на футболке. И весил очень мало. И, может быть, даже дисплея не было никакого. Ну, или если был, то совсем маленький. Маленький-маленький. Речь идет про то, что современные айфоны, те же самые Pro или Android, или кто-то еще до сих пор, как Файоныч, с таблетками разговаривает по таблеткам, то здесь... О, деревья поливают. О, полили меня бы кто. Ну, я сегодня взял с собой сразу. Сегодня у меня не имбирный морс. Сегодня у меня морс, говорю, у меня сегодня морс. Смесь клюквы и брусники. Но это не главное. Но у меня, кстати, тоже требуется поместить его в сумку, поэтому я намеренно сегодня ограничил себя в габаритах и взял с собой сумку серии «Журналист» 916 от Домки. Это малюсенькая сумка, туда помещается одна моя камера с несъемной оптикой. И если мне требуется уже внешний видоискатель положить свой большой, то приходится складывать бленду. Вот такая она маленькая. Собственно говоря, если взять какой-то большой зеркальный аппарат, то он войдет туда только без объектива. И я намеренно об этом сказал. Почему? Потому что сейчас лето, у нас жарко. Эта неделя планируется вся очень жаркая. И кто на моем канале, позволю себе немногущую рекламу своего канала, у нас есть сообщество, также в Телеграме. Ну и поддержка канала мне сейчас крайне необходима для путешествия в какие-то удаленные места, даже от города. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы я устроил какой-то интересный на пленэре тест оборудования, сумок, аксессуаров и прочего другого, у меня есть в описании канала, в шапке канала и под практически каждым роликом есть ссылка на Donation Alerts. Это очень простой сервис, который позволяет вам, перейдя по ссылке, отправить
для подогрева, как я говорю, канала. Сумма там начинается от 59 рублей, насколько я помню, где-то так. За исключением процента, который там берет сама компания, но даже небольшой вклад в канал, он зачтется, во-первых, во-вторых, позволит мне расширить аудиторию сильно и сделать более интересные выпуски. Без таких вложений сейчас мне это очень тяжело делать. Надеюсь на ваше понимание, друзья. И ближайший план у нас это Кронштадт. Так что вот соберем на мою поездку, чтобы мне было где-то там поесть, где-то там прогуляться, зайти за деньги в какие-то места. Поэтому призываю вас, подпишитесь и помогите каналу. Фавионычу и Ума. Ума с собой возьмем, Фавионычу тоже. Если наберем достаточно, возьмем с собой маленького Фавионыча тоже. Так, ух ты, здесь опять все перекрыто, что ли? Ну, как обычно. Ладно, продолжим про сумки, про размеры. Так вот, друзья, первое правило, которое вы должны у себя в голове держать. Я понимаю, что многим это не требуется, они и так все понимают, но большинство людей, современных, молодых, они все-таки не осознают, что габариты сумки, габариты рюкзака, габариты любой клади, которую вы берете с собой, они ограничивают вас в движении. Поэтому чем больше размер этой сумки, которая потом со временем превращается в рюкзак или еще в какое-то изделие, тем сложнее, собственно говоря, это все эксплуатировать и носить. Поэтому летом это особенно важно. Почему? Потому что если вы используете особенно материалы, которые имеют впитывать влагу или не пропускать влагу, это особенно касается специальных прорезиненных рюкзаков с внутренними прокладками. Ну, в общем, кто в курсе, то знает, что, смотря Фавионыча, кто смотрит Фавионыча, он практически постоянно знает, что я про это записывал множество видео. Вот о чем мне придется вокруг такой кругаля делать. Понятно, все для людей. Ладно, пойду сейчас под мост. У нас тут такая развязка, что у меня в 10 метрах пешеходный переход, но я туда не могу, потому что здесь съезд СЗД. Соответственно, здесь быстро едут машины, поэтому придется сначала пойти под мост 100 метров, потом обратно 100 метров. В общем, это говорит о чем? Об абсолютной идиотической проектировке. То есть люди, которые мне будут рассказывать про то, что современные те же самые системы, они спроектированы с профессионалами, плюньте ему в лицо, этому человеку, и забудьте про них вообще. Тоже касается про конструкцию современных так называемых фотосумок, о которых я уже говорил. Именитые бренды до сих пор не научились их делать. Почему? Очень простой ответ, друзья. Посмотрите историю этих компаний, с чего они начинали. Вы увидите, что большинство из них, за исключением Шимода, Peak Design, F-Stop, Леве Про, ну, Леве Про тоже можно к этой части отнести, потому что они начинали все с обычных сумок для походов, обычных сумок для туристов, обычных сумок для города, еще прочего. Чем отличается профессиональное хранилище для ваших переноса вещей? Пусть это даже будет не для фотоаппаратов, друзья. Но я вас уверяю, я встречал очень много людей, которые пользуются специализированными профессиональными сумками, рюкзаками от этих производителей хороших, я имею в виду, не из списка плохого, но переносят в нем, какое здесь эхо, обычные свои вещи походные. Почему? Потому что модульная конструкция, она решает все. И в данном случае мы говорим о том, что модульная конструкция экономит раз ваше время, объем вашего хранилища, рюкзака, сумки и прочего, и в него помещается гораздо больше, плюс комфорт ношения. Я от себя могу сказать следующее. Например, моя история знакомства с брендом F-Stop произошла следующим образом. Несмотря на то, что практически все бренды известны, но эти компании большинство до сих пор даже не знает. Я сам случайно увидел эту конструкцию, этот уровень производства. У кого, как вы думаете? Ну, конечно, у профессиональных блогеров, фотографов. На тот момент, кстати, те, кто мне открыл эту тайну, они не являлись профессиональными. Это фотографы пара,
из Канады, Пирея. У них так и называется, Пирея фотография. Жена у него профессиональный фотограф, а он как бы был любителем. Но буквально через полгода-год канал развился, и сейчас они оба профессионалы. Так вот, друзья, это я говорю не к тому, что вы там побежали, сразу купили рюкзак профессиональный и стали профессиональным фотографом. Или купили Face One камеру за 100 тысяч долларов и сразу стали суперпрофессиональным портретистом или пейзажистом. Приблизились к уровню Рубена Ву, например. Нет, друзья, конечно, не так. Но я вас уверяю, как только вы почувствуете удобство переноса техники, переноса вашего снаряжения в этих модульных системах, а именно так их надо называть, потому что это по большому счету система хранения. Эти компании их так и называют. Система хранения, система переноса. Вы скажете, ну что, больше других вариантов нет? Да, конечно, есть, друзья. Замечательная фирма Pelican, которая всем известна по фильмам, по службам. Это все касаемо жестких кейсов хранения, которые неупотомляемые, герметичные, с специальными клапанами отвода воздуха. Но если вы не экстремал, вам такой не требуется. А если экстремал, друзья, вам придется купить такую штуковину. Почему? Да потому что без нее вы утопите свою технику просто-навсего. И сегодня как раз смотрел шортс одного блогера по поводу водного спорта. И ее спрашивают, сколько стоит шмот для водных спортов. Она начинает с сухого, так называемого рюкзака. 85 тысяч рублей, друзья. Поэтому при стоимости, грубо говоря, $500, $600, $800 за рюкзаки профессиональной системы, ну, не удивляйтесь, что такой ценник может иметь обычный герметичный рюкзак, который люди берут с собой поплавать на САПе. Почти 85 тысяч рублей. Это вообще, конечно. Так что вот, друзья. А если вы считаете, что можно купить и за 2 рубля, и получится тот же результат, смастерить из пакетов, все это склеить, а я вас уверяю, да, это можно сделать. Абсолютно реально. И материалы для этого есть. Вопрос только в одном. Сколько времени он у вас продлится, пробудет? На моем канале вы видели, что я Тилопу купил, по-моему, то ли в 18-м, то ли в 19-м году. Ну, в общем, несколько лет я уже пользуюсь ей. Абсолютно спокойно бросая в грязь, бросая в песок, куда угодно. Под дождем, под снегом, ветер. И никаких проблем с ним не было. Что-то заклинил, что ли, пешеходный этот переход. Не работает, что ли? Короче, не работает эта хрень. Ну, вот видите, я пришел, все сделал по правилам, а этот светофор все равно не работает. Ну, придется все равно нарушать. Ну, что делать? Замечательные проектировщики. Придется опять идти по буграм. Так вот, друзья, шум. Вокруг кругом шум. И точно так же, как информационный шум компаний, которые не умеют делать сумки и рюкзаки, а вы их увидите. Как только вы начнете какой-то поиск, вам будут во всех поисковых системах всплывать вот эти компании. Более того, если вы откроете вторичку, откроете агрегаторы, которые продают вторичные объявления, почти все там будет вот этих компаний. И в качестве примера, просто вот для вашего интереса, вбейте в любую поисковую систему, например, 2 компании. Я имею в виду России. Шимода, например, и F-Stop. И посмотрите, какое количество предложений на вторичке будет. Я вас уверяю, их практически нет. Почему? Как вы думаете? По той же причине, что если вы ищете какой-то редкий хороший автомобиль, в поисковом запросе его не будет. Почему? Как вы догадались? Да потому что это вещь, которая покупается на всю жизнь. Или как минимум до момента, когда она вам просто надоест, друзья. Вот этот журналист, к которому сейчас я иду, а мы, кстати, идем за весами. Мне нужно купить весы высокоточные с точностью как минимум 10 миллиграмм. Но об этом отдельный разговор будет. Так, ну что, пойдем здесь? Ну, давайте здесь пойдем. Так вот, для фотограф без весов какой фотограф? Никакой.
без точных весов. У меня есть весы большие, 150, у меня есть кухонные весы, но они, к сожалению, точностью не обладают даже 20-граммовой. То есть там точность в районе, как минимум, ну да, 10 грамм может и показывают, но точность там невелика. Мне нужны точные. Вот мы сейчас как раз идем за такими весами. Так вот, но вы скажете, хорошо, я с собой беру видеокамеру, да? Да, фотокамеру, штатив, все остальное. И мы сразу переходим на другую категорию техники. Почему об этом важно сказать? Потому что люди, кто путешествует, даже в рамках своего города, фотографы увлеченные, не просто какие-то, да, а которые уже знают, что штатив в руках облегчает вам качество результата, даже если это карбоновый штатив весом 1,5 килограмма с головкой, да, все равно это размеры. Ну а размеры сколько? Ну, вы знаете, что я показывал вам штативы и самодельные, то, что я делал, там меньше 100 грамм, и штативы, которые весят 90 грамм без головки для телефонов. Но мы сейчас говорим о фотографических штативах именно для профессионалов. А это в любом случае, друзья, 45-50 сантиметров. Даже это супер компактные, те же самые пик-дизайны. Это 40 сантиметров, 35, с такой слабой головкой, с головой. Поэтому... Ну и к чему мы приходим опять? Приходим к тому, что надо иметь какую-то систему подвеса. Потому что таскать в чехле, который весит еще грамм 500, штатив, это неудобно, друзья. Почему я записывал столько роликов про снаряжение и про рюкзаки? Потому что это наиболее оптимальная система хранения. Если он действительно классно сделан, если он имеет внутреннюю систему хранения. А почему внутреннюю? Потому что когда вы снимаете рюкзак, если это не слинг, поворачивающий, как мой F-Stop Brooklyn, о котором я много записывал, то в этом случае вы должны снять рюкзак, и дальше вы должны, не испортив себе спину, не повредив и не погрязнив свою спину рюкзака, открыть технику, которая снаружи открывается или сбоку. В результате у вас получается игра, знаете, такой, в куклы-матрешки. Сюда положить нельзя, потому что там грязь. Здесь нельзя открывать, потому что там камера. В результате это геморрой, друзья. Это не рюкзаки, это геморрой. Почему даже Peak Design пришел к этому? Почему другие компании сейчас стараются сделать внутреннюю загрузку? И если вы смотрели тест первый в России обзора на рюкзак одного известного компании, да, я делал. Смотрите мой, найдете там этот рюкзак. Я надеюсь, я тут надеюсь, не свалится из меня вышка. Забыл, как называется компания, но, в общем, из Китая. Хороший рюкзак, там тоже внутренняя загрузка. А почему мы переходим опять к характеристикам рюкзака, который загружается снутри техникой или сбоку, который имеет модульную конструкцию, то есть позволяет не просто перегородки внутри расположить, а который позволяет вам туда внутрь уложить отсеки, отдельные боксы, так называемые. Их называют паунчами, если они пристегиваются снаружи. Если они внутри находятся, то компания в стопах называет Insert Camera Unit. То есть это система хранения внутренняя. Такие системы есть у Шимода и F-Stop. Сейчас и другие компании потянули, стали такие делать, так называемые инсерты, да. Но мы отвлеклись в сторону рюкзаков, а речь хотелось бы, конечно, не заострить не только на рюкзаках, но и на сумках, в первую очередь. Так вот, задача была в Ивановиче следующая. Все-таки найти систему, которая позволила бы использовать сумки. Но вы знаете, есть промежуточное звено между рюкзаками и сумками. Это так называемые слинги. Почему их отдельно называют? Потому что, по большому счету, это сумка. Но она может носиться через плечо, но не просто как планшет почтальона, да, или как сумки, которые делают легендарные домки планшетной системы. Или не так, как делает свой слинг компания Loewe Pro, да, легендарный. Кстати, который разработал совершенно человек, не имеющий отношения к классическим горам. Он инженер, именно такой материаловедения, больше с дизайном одежды. Так вот, а именно то, что это рюкзак, потому что его можно носить за спиной,
в отличие от слинга, в отличие от сумки обычного почтальона. Во-вторых, его можно быстро повернуть и превратить в сумку, которая удобна. Обычную сумку, квадратную там, или круглую, какую хотите, ее неудобно носить за спиной по той причине, что это, во-первых, небезопасно, во-вторых, это неудобно. Так вот, друзья, я пришел к выводу, что некий гибрид сумки для того, чтобы туда можно было как-то интегрировать штатив, начинает ограничивать сужать ваш вариант поисков таких сумок. И, к счастью моему, у меня есть такие сумки. Это F-Stop Brooklyn. Кому интересно, можете посмотреть про нее, написать мне в комментариях. Кому интересно, у меня, в принципе, 2 экземпляра еще осталось. Для подписчиков канала будет специальный ценник. Они уже недоступны нигде, их нету ни на eBay, ни на Амазоне. Практически люди, кто их купил, они уже не хотят с ними расставаться. Это что касается небольшой рекламы. Что касается самой конструкции. Каким же образом можно закрепить рюкзак? И здесь нужна сумка, где какие-то пристегивающиеся есть системы. В этой сумке такая есть система. В Luvipro Passport Sling такой системы нет. Вы скажете, можно просто положить на сумку и таскать репот так. Да, это все здорово, друзья, если вы ходите по городу размеренным шагом. Если вы карабкаетесь, как я, по склонам гор, холмов, пересекаете ручьи или, например, овраги, которые я посещал, то я думаю, что у вас, друзья, ничего не получится, потому что вам нужно в первую очередь руки использовать для того, чтобы не свалиться или держаться за что-то. Держать еще отдельно в руке штатив уже абсолютно нереально. Можно, конечно, последовать примеру Фавёныча, который советовал, чтобы привязать штатив к ноге. Такой вариант. Или ходить со штативом как опорной палкой. Но для этого нужен мощный тогда тяжелый штатив. То, что мы делали во оврагах с вами. Но это отдельная история. Так вот, что же делать? Пришел я к этому дому или нет? Еще нет. Что же делать, чтобы получить какой-то результат? Интегрировать сумку со штативом, да? И я не буду давать рекомендаций. Посмотрите мои выпуски. Я, в принципе, все показывал, как это можно реализовать и какие способы крепления существуют. Это основная проблема. Потому что все остальное, как положить туда пауэрбанк, как закрепить бутылки, какие карабины нужно купить, чтобы все это удобно отстегивалось, чтобы шапка не потерялась и прочее, прочее. Это все у меня есть на канале. Все есть, друзья. Но поскольку вы слушаете этот подкаст, я хочу, чтобы вы написали, для того, чтобы продолжить эту тему. А тема будет снаряжение именно не только для фотографа, для путешественника, так и назовем. Снаряжение для путешественника-энтузиаста. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, что вы считаете по этому поводу. Или вы, как многие считают, что штатив это архаизм. Как там, я записывал свой ролик, как он называется? Помните? Шариков отвечал. Точнее, не Шариков. Кто отвечал? Атавизм. Посмотрите мой ролик, кстати, про атавизм штатива. И тогда камера сама снимает без штатива. Расскажите это астрофотографам, друзья. Расскажите это ночным фотографам, что без штатива можно снять 10 секунд. Давайте поспорим. Так что вот, друзья. На сегодня это все. Не буду вас утомлять. Увидимся с Фавёнычем. До встречи. Жду.